Всем привет, друзья! Ну как прошла ваша пятница? Отдохнули, выспались? Знаете, эти гудки, крики, объятия, песни под окном, устаешь от этого. Надо же в конце концов отдохнуть, какую-то взять паузу. И спасибо большое сборной Грузии за это. Но в понедельник, честно, я не прочь бы погулять, даже здесь в Алмате, пусть меня никто не поймет, но в Тбилиси уж тем более. Поэтому давайте разбираться, что нужно, чтобы сборная Грузии переиграла Албанию и сказка продолжилась, а наши гуляния стали только еще громче. Это превью к матчу Грузия-Албания. Поехали! Итак, 14 октября сборная Грузии проведет свой уже 4-й матч в рамках группы Лиги наций. В принципе, выступает пока команда неплохо, все еще держится на первом месте, хотя чехи, знаете, уже так вот пристроились сзади, дышат буквально в затылок, следят. Но у них матч против сборной Украины, которая доказала, что рано ее списывать со счетов. Но мы давайте все-таки сосредоточимся на сборной Грузии. Вообще, я в прошлом видео рассказывал вообще, почему Лига наций это важно. Можете посмотреть, если вдруг пропустили этот выпуск. А сейчас давайте посмотрим снова на таблицу. И здесь важно сказать, что у Грузии сейчас 2 подряд домашних матча. Стоит в этих матчах непременно побеждать. Обыгрываем Албанию, обыгрываем Украину, 12 очков, очень хорошая позиция. И уже потом с головой окунаемся в чешский матч. Кстати, да, решающий матч 6-го тура, он пройдет в Чехии в ноябре. И там, конечно, будет непросто, но будет зависеть от того, чего добьется сборная Грузии до этого. А сейчас вот матч на Месхе. Я, к сожалению, на него не попаду. Если у вас получилось купить билет, расскажите, как это было. Мне очень интересно. Я знаю, что там какие-то сумасшедшие электронные очереди. Сам не раз в них попадал, участвовал. Но вот на матч в Батуми против сборной Украины я планирую поехать, планирую попасть. И надеюсь сделать такой, знаете, более насыщенный, более интересный влог с места событий. После игры в Польше каких только комментариев я не читал. Отвратительный газон, на нем невозможно играть. Обе команды показали дворовой футбол, судья агент ВСУ. Ну, короче, чего там только не было, какое-то сумасшествие. И, знаете, я, честно, вот не супер силен в аналитике, в тактике. Пытаюсь как-то, да, вам показать свои знания, владение фактами с помощью статистики. Но у нас есть прекрасный человек, у нас есть эксперт. Это ведущий аналитик спортивного агентства A2M. Анализировать матчи — это его работа. Тимур Валиев. Давайте передадим ему слово и послушаем вообще, что было интересного и что было важного в матче сборной Грузии. Всем привет! Это небольшая реплика по матчу Грузии в Польше, да, против сборной Украины. Поражение вполне по игре. То есть здесь ничего не скажешь. Действительно, я предполагал, что матч будет проходить по другому сценарию, что все-таки украинцы будут гораздо больше владеть мячом и больше строить игру через позиционные атаки. Но я ошибся, и украинцы, наоборот, отдали мяч где-то грузинам. И это была большая проблема, большая трудность для сборной Грузии, потому что, как я уже объяснял в предыдущем видео, что им тяжело играть, когда приходится очень много действовать в позиционной атаке. Это больше команды, которые комфортно низко обороняться, играть в основном без мяча и основной акцент строить на быстрой атаке. Да? Этого, по сути, не получилось в матче с Украиной. Украинцы вообще здорово подготовились к этой игре. То есть практически не цеплялся за мяч Мико Утадзе в атаке. Да? Также было довольно-таки много забросов, но украинцы здорово компактно оборонялись в среднем блоке, не давали проходить низом, а когда уже вынуждали переходить на длинные передачи центральных защитников сборной Грузии, то, как правило, все эти ситуации были украинцами очень хорошо подготовлены. Они забирали все подборы, не давали сохранять мячи на своей половине поля, и в этом плане первый тайм особенно грузинам было очень тяжело. Во втором тайме чуть-чуть более освоились. Я думаю, действительно здесь сказывается то, что Мико Утадзе тот же, у него неудачный период во Франции сейчас, да, и первый тайм ему понадобилось время на то, чтобы просто привыкнуть и где-то, наверное, даже поверить в себя, что он может сохранить эти мячи, потому что соперник был сложный для него. 3 достаточно мобильных, высоких, отлично действующих в единоборствах игрока, да, они
в первом тайме вообще перегрызали все какие-либо телодвижения грузин в атаке. Исходя из этого, по первому тайму вообще ничего нельзя сказать по поводу сборной Грузии. Во втором тайме чуть-чуть как бы видоизменили игру, но в большей степени ментально, чем как-то тактически, потому что все так же впереди цеплялся за мяч там Микоутадзе, где-то пытался разгонять Кварацхелия, но, честно говоря, у Хвичи тоже этот матч абсолютно не получился, да, лучшие свои моменты он показать так и не смог. Микоутадзе в итоге на самом деле создал и моменты, и где-то там заставлял фалить на себе, то есть действовал во втором тайме очень полезно. Это именно поэтому я считаю, что Микоутадзе все-таки должен продолжать играть в стартовом составе, потому что это игрок совершенно другого класса. Несмотря на то, что первый тайм у него не получился, Микоутадзе это тот игрок, лично я, да, как тренер-аналитик в работе с нападающими, тем более невысокого роста, да, но Микоутадзе я могу приводить в пример как игрока, у которого можно что-то почерпнуть, потому что это действительно сильный игрок, и у него есть яркие качества, которые делают его очень и очень эффективным, да, то есть, сам факт, то, что невысокий нападающий, но пусть очень мобильный, да, может сохранять мячи под давлением против достаточно сильных и рослых защитников, это большая редкость не только там в российском, грузинском футболе, но и вообще в мировом. Вот. И опять-таки скажу, да, что игра сложилась в некомфортном сценарии для сборной Грузии. Им было очень тяжело в переходах в оборону против украинцев, потому что очень быстрая группа атаки, и не только атака, за которой закончилась голом, была довольно опасной, да, но еще несколько быстрых атак украинцев могли привести и приводили к опасным моментам, могли привести к голам. Вот, исходя из этого, конечно, грузинам было очень тяжело. Возможно, стоило где-то перестроить чуть состав, сделать ставку на более быстрых защитников, но, видите, я тоже предполагал, что украинцы все-таки гораздо больше будут владеть мячом, но они показали качественную организацию игры в обороне. Средний блок очень было сложно проходить, и по большому счету до второго тайма действительно украинцы имели большое преимущество. Да, пожалуй, можно сказать, что гол в какой-то степени лежит на вине Кочарашвили. Это такая, знаете, ситуация непривычная для него, да. Он по большей части всегда выдавал очень грамотные решения, и таких ошибок, будем честными, да, это ему не свойственно. Я думаю, здесь просто это стечение обстоятельств и факт того, что он все-таки, знаете, не Кевин Де Брюйне, да, будь он игрок экстра-класса, он бы играл не во второй испанской лиге все-таки, да, но уровнем намного выше. Вот. Кочарашвили потрясающий игрок для сборной Грузии, очень сильный для этой команды и, по сути, ведущий, да, очень важный для игрока центра поля, и это большая проблема, что он сейчас из-за карточки пропустит следующий матч против сборной Албании. Да, если помните, именно его гол в итоге помог победить албанцев на выезде. Понятно, что дома своя поддержка будет, но это большая проблема. Интересно, как будет ее решать Вилли Саньоль. Вот, посмотрим, как это сложится. Давайте пару вопросов из комментариев, да. Так, Мамардашвили посетовал на качество поля, да. Могло ли быть виной поражению действительно качество поля? Да, поле действительно было ужасного качества. Если видели матч, мяч вообще низом не ходил, и это большая была трудность для тех, кто пытался играть во владение, да, как мы уже поняли, именно Грузию украинцы вынудили больше катать мяч, да, и было, конечно, им тяжело подстроиться. В самом начале матча уже Хвича был вынужден бутсы поменять, так что качество поля 100%. Да, и Мамардашвили не просто так это говорит. Вы, если смотрели матч, посмотрите, откуда он прыгал на удар Мудрика, то есть все знали, что Мудрик будет делать, да, это игрок, конечно, чересчур распиаренный, но вот единственное действие, которое он умеет, это вот эти смещения в центр и удар в ближний. Окей, иногда он промахивается, попадает в дальний, но по большому счету это все, что умеет Мудрик, да. Мамардашвили 100% знал, куда он будет бить, но он просто прыгал из болота, и, естественно, качество поля 100% здесь сказывается, потому что удар не самый выдающийся, там, не в самый уголочек заходил, да, не было бы
этого гола Мудрика, если бы качество поля было бы лучше, потому что вратарь прыгал просто реально из болота. Ну, это, конечно, не уровень, мне кажется, топовых сборных. Ну, ладно, об этом уже это отдельная тема для разговора. Так, казалось, что игроки сборной Украины быстрее сборной Грузии, есть ли проблема в подготовке. Я не уверен, что есть проблема именно с точки зрения физики в подготовке, да, но немаловажно, что играли на выезде, да, пока там долетели до Польши, пока собрались, пока долетели, соответственно. Конечно, где-то есть проблема, наверное, не физического больше, физической подготовки, а больше ментальной и психологической, потому что, как я уже сказал про Мико Утадзе, да, где-то надо было прийти в себя немножко в этой игре, и Кочарашвили допускает несвойственные себе ошибки, да, Мико Утадзе не вошел в игру, то есть где-то что-то, да, действительно присутствовало, но с точки зрения физики, я бы не сказал, что эта игра сборной Грузии была намного хуже, да, тут просто вопрос в том, что украинская сборная вообще-то действительно очень сильная, ну, посмотрите на этот состав, они реально все игроки, во-первых, очень быстрые, действительно, то есть для быстрых атак прекрасно подходит, поэтому и создалось впечатление, что они лучше выбегали. Тут проблема в том, что на фоне более медленных центральных защитников сборной Грузии, да, и опорники тоже у грузин не самые быстрые. Вот и получается, что на этом фоне действительно кажется, что большая разница в скоростях, но на самом деле просто это разница в уровне футболистов, да. У сборной Грузии отличная команда, приличные игроки, но будем честными, но украинцы уровнем будут гораздо выше, да. Здесь в таких матчах очень много решает организация и грамотный тактический план на игру. Вот, в этом плане украинцы, конечно, постарались намного лучше. Ну, на этом все. Спасибо большое. Да, передаю слово Саше. Спасибо Тимуру, все прекрасно разложил. Ну и, наверное, чтобы такой некий итог прошедшего матча подвести, давайте несколько цитат. Поискал я в интернете. Кстати, не так просто на русском языке было найти цитаты Вилли Саньоли и игроков сборной Грузии. К сожалению, большая часть информации на грузинском, а Google не всегда его переводит. Но все же для вас я что-то нашел. Давайте обратимся к цитатам после игры и ими закроем вообще вопрос прошедшего матча. Сначала хотелось бы процитировать Вилли Саньоля, и вот что он сказал после матча со сборной Украины. Первые 30 минут матча с нашей стороны были настоящей катастрофой. У нас не было интенсивности, агрессивности. За подобные вещи Украина заслуживала повести в счете. В дальнейшем мы исправили ситуацию, но у нас не было достаточно моментов и шансов отыграться. Мы должны понимать, что для того, чтобы побеждать, нужно постоянно держать свой уровень, улучшаться. Этого сегодня мы точно не сделали. 2/3 матча мы были лучшей командой на поле, но так случилось, что в итоге именно мы и уступили. Вот так сказал Вилли Саньоль после игры, знаете, достаточно объективно, все по фактам, и придраться, в общем-то, не к чему. Может быть, стоило сказать что-то про поле, про судейство, но обратите внимание, что Вилли Саньоль на это скидку не делает. Он очень требовательный тренер и от команды требует постоянно показывать результат, сохранять концентрацию все 90 минут. И вот здесь видите, что он недоволен тем, что показала его команда. Ну и коротенькая фраза от Мамардашвили, про которую сказал уже Тимур. И я думаю, что вы прекрасно видели даже на тех скриншотах, что я вставил, что действительно во вратарской газон был отвратительный. И если вы когда-то играли в футбол, ну или играли, может быть, в воротах, вы понимаете, чтобы оттолкнуться, нужно сначала как-то точку опоры найти, да, и иначе ваш прыжок, он просто не получится, у вас нога поедет, и вы либо вообще не прыгнете, либо упадете. И вот что сказал Георгий: травмы не было, и нога просто скользнула по земле. Я бы мог взять удар от Мудрика, не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией или настроем. Я вообще тоже здесь полностью с ним соглашусь. Ну, кто-то писал в комментариях, что это за игра, невозможно так играть. Хорошо играла Грузия, и почему конкретно я так считаю, я рассказал в предыдущем видео. Ну, а гол, да, он случился, и здесь вот то, что сказал Саньоль, наверное, тоже добавить и нечего, что надо было создавать больше моментов, надо было забивать. Вот так. Ну и давайте небольшой экскурс такой исторический проведем. После первой игры в Албании вы много писали, что вообще какая сенсация. Грузия выиграла, Грузия всегда выигрывает Албанию. Я решил заморочиться, посмотреть статистику. И знаете, да, действительно вы были правы. Что интересно, впервые сборные встретились в 1994 году. Грузия тогда выиграла 1-0. Шота Арвеладзе забил
первый мяч в ворота сборной Албании в истории противостояния этих команд. Ну и вообще состав такой интересный. Тимур Кицбая, даже Гоча Гагричиани играл, если знаете такого футболиста. Ну и Александр Чевадзе в роли главного тренера той команды. Да, вот такой был коллектив. И вообще, вот знаете, начало этого противостояния, оно очень любопытное, потому что в первых 3 матчах албанцы даже забить не могли никак сборной Грузии. Грузия постоянно выигрывала, там и 1-0, и 2-0. И потом, да, времена поменялись, но тем не менее, знаете, вот вы можете так сходу назвать, когда в последний раз Албания обыгрывала Грузию. Я, конечно, бы тоже не смог вам так сразу сходу ответить на этот вопрос, но это было, представляете, 19 лет назад, в 2005 году со счетом 3-2. Кстати, албанцы даже 3-0 по ходу того матча вели. Это, кстати, был официальный матч. И там играли и Димитрадзе, и Малхаса Сатиани, ну, в общем, футболисты, которые уже давно с футболом закончили, и даже в защите играл Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси. Такой был матч, и вот, представляете, спустя 19 лет, вот за эти 19 лет было еще 6 встреч, и албанцы ни разу не побеждали. Официальная была только одна, предыдущая, остальные были товарищеские, но тем не менее 3 победы сборной Грузии, 3 ничьих. Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что Грузия неудобный соперник для сборной Албании. Поэтому, конечно, Грузии надо побеждать. Отдельно хотелось бы сказать про албанских болельщиков. Они в последнее время даже, наверное, более ярко себя проявляют, в кавычках, чем сама сборная Албании. Ну и знаете, если мы говорим про противостояние Албании и Сербии, там была тяжелая война в 90-е, распад Югославии, Косово. Здесь как бы все можно понять, множество конфликтов постоянно возникает у них. Но это далеко не единственная проблема среди албанских фанатов. Буквально вот летом были проблемы у сербов с албанцами на Евро. Потом был матч Лиги Чемпионов квалификации, где боснийская команда Борец играла против чемпиона Албании Игнатий. Игру прерывали из-за выкриков в сторону сербов, хотя играла боснийская команда. Но там много политики намешано. Совсем недавно сборная Грузии играла в Албании, и грузинский гимн освистали албанские болельщики. Я, если честно, был в шоке, когда это увидел, услышал, потому что вообще не понял, при чем здесь сборная Грузии. Я даже пытался спросить у подписчиков, у вас в комментариях, но так до сих пор и не понял. Если вы вдруг знаете причины такого поведения албанских болельщиков, тоже поделитесь, расскажите. Но мне понравилась реакция грузин, которая была тоже у меня в комментариях, что кто-то из вас написал, что да, пусть себе свистят, приедут к нам, и знаете, нет, не то, что мы их побьем, там, надерем им какие-то части тела. Нет, мы просто их обыграем, заберем 3 очка, а в Грузию, пожалуйста, пусть приезжают, мы гостеприимный народ. Топовая реакция. Я надеюсь, что действительно все так и будет, и вот эти вот около футбольные разборки, они не будут попадать в новости и в матчи, который пройдет в Тбилиси. Ну, кстати, последний инцидент случился совсем недавно, вот на матче Чехия-Албания, который игрался параллельно с матчем Украина-Грузия. Опять чешские хулиганы принесли плакаты, провоцирующие, перевернутые флаги Албании. Там опять была тема с Косово, что-то кричали, что Косово это Сербия. В итоге албанские фанаты не выдержали, началась потасовка. Ну, в общем, постоянно вот эти вот разборки возникают. Я надеюсь, что в Грузии все пройдет так мирно, гостеприимно, и самое главное, о чем мы будем говорить, это футбол. Последнее, о чем хотелось бы сказать, это молодежная сборная Грузии, которая будет проводить свой заключительный матч 15 октября во вторник, на день позже. И у нее еще остаются шансы, несмотря на такое обидное поражение в матче с молодежной сборной Швеции со счетом 3-2. Будет матч против сборной Северной Македонии, и его нужно обязательно выигрывать и верить, что Нидерланды, они еще помнят свой приезд в Тбилиси, прекрасную грузинскую кухню, хинкали, хачапури. Я надеюсь, что, может, кто-то пообещает им годовой запас на тахтаре или, может быть, что-нибудь покрепче. И в итоге голландцы замотивируются, обыграют Швецию. Ну а Грузия в случае победы над Северной Македонией поднимется все-таки на вторую строчку. И там не нужно строить иллюзий, что команда сможет напрямую попасть на молодежный чемпионат Европы. Но это значит, что праздник продолжится, сказка продолжится. И будет еще стыковой
матч, вернее, там 2 стыковых матча за право сыграть на чемпионате Европы. И, знаете, это будет очень интересно, если такое случится, потому что все-таки на прошлый молодежный Евро сборная Грузии попала за счет того, что команда просто была хозяйкой этого турнира. Поэтому давайте верить в молодежную сборную Грузии, тем более там Ираклий Азарове есть, и я думаю, что он может сделать разницу. Главное не ошибаться, главное вот играть в свой футбол. Ну что же, вот такой был выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо большое за вашу поддержку, за лайки, за комментарии. Отправляйте видео тем, кто еще не смотрит наши превью. Я стараюсь здесь осветить все главные моменты, все самые интересные моменты. Ну и, конечно же, после матча Грузия-Албания максимально оперативно обязательно запишу вам свой анализ, то, что увижу. И, конечно же, жду вас в понедельник, сразу после игры. Заходите, комментируйте, делитесь впечатлениями. В конце концов, футбол — это больше, чем игра. Футбол — это настоящие эмоции. И я надеюсь, что, знаете, вот я вроде как выздоровел. Я надеюсь, что и газон в Польше выздоровеет. Давайте вообще выпьем за здоровые газоны, потому что без них, вот этого красивого, страстного, яркого футбола, который грузинская команда демонстрирует, мы едва ли сможем вообще увидеть. Поэтому за зеленую траву.